Привет, друзья! С вами Макс. И сегодня я хочу вам рассказать историю о том, как я приехал в Китай снова. Да, я опять в Китае. Сейчас я в маленьком городке, потому что мы с моими друзьями поехали путешествовать. И мы 2 дня были в горах, вокруг озера. Там было много островов, прям очень-очень круто. Так вот, давайте перейдем к истории. Месяц назад я был в России. Я был в Санкт-Петербурге, и я искал там работу. Макс хотел устроиться на работу в Санкт-Петербурге. Да, именно. Макс хотел устроиться на работу. Или Макс хотел пойти на работу. Но я не смог найти ничего интересного. Особенно в сфере преподавания языков. Поэтому я решил поехать снова в Китай. Вот, чтобы преподавать здесь язык. И Макс снова поехал в Китай. Да, Макс снова поехал в Китай. И когда Макс решил поехать в Китай? Когда? Макс решил поехать в Китай 1 месяц назад, да? Месяц назад Макс решил поехать в Китай. Итак, Макс начал искать работу. И Макс нашел работу очень быстро, очень быстро. И эта работа была, как вы думаете, в маленьком городе или в большом городе в Китае? В маленьком городе или в большом городе? Да, эта работа была в маленьком городе, в очень маленьком городе. И тот город был достаточно красивый. Вокруг города было много гор. Очень красиво. Но сам город был настолько маленький, что там было абсолютно нечего делать. Максу было скучно в том городе или Максу было весело в том городе? Да, правильно. Максу было скучно. Максу было скучно в том городе. Где Максу было скучно? В маленьком или в большом городе? Да, Максу было скучно в маленьком городе. Вот в таком же городе, как этот. Очень маленький город. Вот. И Макс решил сбежать из этого маленького города. Ночью Макс собрал свои вещи и уехал в другой город. Макс снова поехал в Ухан. Макс уехал из маленького города? Да, именно. Макс уехал из маленького города. А куда приехал Макс? Макс уехал из маленького города, но куда Макс приехал? Куда? В большой город или в другой маленький город? Как вы думаете, в большой город или в другой маленький город? Конечно, в большой город, да. Макс снова поехал в Ухан, то есть Макс вернулся в Ухан. Да, и жить в большом городе скучно или весело?
В большом городе. Скучно или весело? Очевидно, да, в большом городе жить весело. Итак, Макс переехал в большой город. Как вы думаете, Макс быстро нашел работу или Макс очень долго искал работу и не нашел ее? Быстро или не нашел? О, дети бегут. Да, Макс очень быстро нашел новую работу. Так что теперь я снова в Китае. Я очень-очень рад этому. И жизнь в Китае, она классная, когда ты живешь в большом городе. Потому что в маленьких городах нет ничего, кроме кафе, ресторанов. Все. Нет ни библиотек, ни музеев, ни транспорта. Да, самое главное. Ребят, если вы захотите поехать в Китай, знайте, что в маленьких городах нет транспорта. Автобусы заканчивают ходить в 6 часов вечера. И все. И ты никуда не сможешь попасть. Итак, в маленьких городах в Китае удобный транспорт или неудобный транспорт? О, собака. Удобный транспорт или неудобный транспорт? Нет, неудобный транспорт. В Китае, в маленьких городах транспорт неудобный. То есть транспортная система неудобная. Итак, Макс счастлив, что он вернулся в Ухан? Или Макс несчастлив? Да, очевидно, Макс счастлив, что он вернулся в Ухан. Да, кстати, а сейчас Макс в маленьком или в большом городе? Конечно, в маленьком городе, да. Вы не видите весь город, но на самом деле, вот я вам покажу, да, вот там немножко города. Но это очень маленький город. И еще я хотел сказать, что я очень хочу попробовать снимать видео 2 раза в неделю. У меня есть идеи о видео, которые были бы быть интересными для вас. Вот. Ну а на сегодня все, друзья. Я с вами прощаюсь. Привет всем из Китая. Если кто-то живет в Китае, напишите мне. Может быть, мы с вами можем встретиться. Было бы классно. Вот. Ну и до встречи в новом видео. Пока-пока.